Привет, я Женя, делаю музыку из снов. Сегодня продолжаю играть в Glowfish и хочу поговорить про такую тему, про сталкеринг. Мне это очень знакомо, со мной это проходило неоднократно, да и, наверное, потому что я сам сталкер. Тоже себе такое позволял, но никогда не булил человека, не запугивал. Просто, если вдруг общение прерывалось, я создавал страницы дополнительные и спрашивал, а что типа не так? Почему так происходит? Потому что травма отвержения. Потому что не ебанутость, как я считаю, хотя так бы как раз сказал ебанутый человек, а потому что, ну что со мной не так? Почему так происходит? И у меня еще такая тема, что я 10 лет стремился к одному человеку. И на меня это очень оказало влияние на формирование моей личности. Поэтому я теперь себя стараюсь беречь. Я за людьми больше не бегаю. Если я им не угоден, то я просто занимаюсь своим делом, берегу себя и двигаюсь дальше. Поэтому неоднократно появлялись люди, которые благодаря моему творчеству начинали вдруг ко мне проявлять интерес более чем, артист, музыка и все такое. Никогда не доходило, как я может быть, я что-то не совсем помню, но, по-моему, да. До каких-то нюцев, чего-то такого не доходило. Были люди, которые сразу присылали. Но не осуждаю, кстати, присылайте. Но это не значит, что я на это отвечу, что я буду участвовать в этом. Просто вот самый яркий, наверное, пример. Стоит ли называть имена? Вот переживаю. Ну, допустим, ладно, Валерия. Она придумала себе, что я имею к ней какой-то интерес. Что мои сердечки в комментариях, мои розочки что-то значат. Я после этого никому никогда не присылаю сердечки. Даже вот это и вот это, двумя руками, вот это. Опасаюсь сделать, потому что, мало ли что человек себя интерпретирует, а у меня уже такой опыт есть. Вот она себе придумала, что я там что-то, и у нас не было ни единой переписки. Один раз она мне написала в личку, в основном она всегда, не в основном, а всегда написала только на эфирах комментарии, под постами комментарии. И вот один единственный раз она написала мне сообщение в личку во ВКонтакте, сравнила на тот момент еще не завершенную песню «Туда», я ее использовал для промо прямого эфира в запрещенной социальной сети. И, мол, похоже вот на это. Я так думаю, понятно, что похоже. Там ретро-бас, то есть это эстетика, которую мы любим. Там есть ритмические моменты, которые можно было где-то услышать, потому что это рабочие вещи. Велосипед не изобретешь. Песня — это как бокал, ее не переполнишь сверх. Нужно сбалансировать, и чтобы это было и уникально, и в то же время не что-то, что совсем непонятно. Поэтому... позырей! Я не оскорбился абсолютно, объяснил, и на этом закончилось. Нет, мол, я не хотела сказать, что я там что-то обесцениваю, просто вспомнилось похожее. Как мне недавно написали, что песня Мурели — это про Милен. Аня, привет. Не про Милен. Но не исключаю, что раз ко мне так это прицепилось, раз это настолько органично, со мной синергично, может, я буду делать какие-то коротенькие каверы на песни Милен. Хотя уже песни абсолютно не актуальные, они уже где-то там, это уже ретро, это уже часть пути многих людей. Но если оно работает, чего бы нет. Так вот, эта Валерия писала мне бесконечно. Потом, я уже не отвечал, я уже видел, что так, окей. Поначалу хотя бы не буду отвечать. Потом мне написал ее муж. Каким-то образом он узнал, что у нее ко мне есть чувства.
И, мол, все поначалу было мило, уважительно, потом он начал мне угрожать. Я говорю, с чего вы взяли, что я вообще имею какие-то там аппетиты, какие-то планы? Абсолютно. У этого Леи еще есть сестра, близнец. И она за нее очень переживала. Ну, потому что я почитывал сообщения, которые она мне писала, так, чтобы ей это было не видно. Самое впечатляющее и ужасающее меня, это как однажды она поехала в Сочи, пришла в какой-то известный парк, и там у фонтана сидела весь день, без воды, без ничего, на жаре. И потом ей плохо стало, и она сказала, что типа вот ты не пришел туда-сюда. Я в Сочах был в детстве один раз, и потом, несколько лет спустя, после вот этого ее сообщения, в Красной Поляне. То есть в самом Сочи я был проездом всего лишь. И я очень этому поразил. Нервный смех. У меня такое уже было с нервным смехом. Однажды пришел курьер и начал рассказывать с чего-то вдруг про свою дочку, которая проглотила то ли монетку, то ли батарейку, и у нее был ожог. Я просто зайду, потому что я знаю, этот уровень несложный. Я сейчас пока рассказывал, его не мог пройти, поэтому просто его пропустим. Так вот, я собрал вот эту штучку. Ну, она просто монетки собирает, мне не особо это интересно. А Мустанг дамажит. Вот. Какой уровень стильный. И я в ужасе был от таких сообщений, потому что никогда не было хейта от нее. Она всегда так смиренно все это писала, с таким уважением, с таким теплом. Но она реально думала, что у нас нет отношений. Она говорила про астрал. Она говорила про какие-то вот эти энергии. Мне это все не чуждо. Мне нравится мистика, эзотерика, астрология, все, что касается вот такого, что на веру как бы. И... О! Тихо. Луна? Похоже на Луну. Она же везде видится Луна. Так, надо быстрее валить, иначе она обвалится и просто не пройду. Так вот. На чем я остановился? Не совсем помню, меня это все сильно выбило, отвлекло. Ну так вот, она продолжала писать эти сообщения уже на почту. Сначала начиналось с запрещенной социальной сети. Наш чат выбросил в... как это называется? Запросы. И уже не следил. А потом она перешла во ВКонтакте, потом перешла на почту. И вот где-то года 2 она мне писала эти сообщения. Ее муж перестал мне писать, потому что я ему прямо сказал, вот данные моего адвоката, все какие-то вот эти вещи обсуждаем вот таким образом, потому что мне это не интересно. И он думал, что я блефую. Я не блефую. Мне действительно это не интересно. И поэтому я не заинтересован совершенно. Странный уровень. Ну, я, видимо, не зашел в какие-то места, но я просто боялся, что меня там завалят. Очки 0. Ну и он перестал писать. Я сейчас тебе устрою такую, мол, популярность. Давайте. А какие вопросы? Я себя защитить могу. Поэтому все вот так закончилось. Не знаю, что с ней, давно не видел ни страничек, ни сообщений не получал. То есть уже продолжительное время тишина и от него, и от нее. Окей. До этого была Анна, которая жила в Петрозаводске. Она... ну, пока мне комфортно, я буду говорить, потому что в тот раз вот я говорил, потом мне что-то как-то вообще нехорошо стало от этого всего. Она не ко мне имела интерес, а к моему на тот момент другу. Мы вместе ездили на концерт Милен. И она общалась с ним, и что-то, видимо, может, они как-то флиртовали, я не знаю, хотя у нее есть муж и ребенок. Это закончилось так, что он ее заблокировал. Ну и она, видя, что я общаюсь с ним, продолжала мне писать и пытаться к нему как-либо пробиться. Создавала новые и новые страницы.
Я думаю, реально без примеров будет непонятно. Сталкер, как бы и чё, да? А тут, если я конкретно описываю, что происходило, хотя бы понятно, что я, точно не выдумываю. Не набиваю себе цену. И она бесконечно создавала страницы, писала мне в том числе. Это уже было моментами не она, но в плане она создавала фейковую страницу не под своим именем. Не всегда ее угадывал и банил. И после этого она каждый раз у себя на стене ВКонтакте писала проклятие. И опять мирный смех. В определенный момент мне пишет ее подруга. Анна умерла. Я думаю, в чем дело? Опять НЛП, опять какие-то эти самые манипуляции. Нет, действительно, она умерла. Действительно, она просила передать, потому что она не могла для моего друга дописаться. Типа, передайте ему. Каким боком я здесь вообще? Я так и не понял. Но... Так, там что-то светится. Но это закончилось, и слава тебе, Господи. Что умерла, конечно, ничего хорошего, но... Мне было в этом очень непонятно, чем я заслуживаю такой хейт и почему это, видимо, продолжение. Ладно. И что вообще происходит? И действительно она умерла, потому что я заходил на страницу к ее мужу, он писал, что вот, без тебя уже столько, и типа сын остался без матери, бла-бла-бла. Все это очень печально. Но, учитывая, как с этим связан я, у меня эмпатии особо к этому нет. Поэтому эта история закончилась вот так. Когда она мне писала неоднократно, я писал ему, мол, что происходит? Вы знаете, что ваша супруга вот этим занимается? Да, мы ничего с этим поделать не можем. Почему к нему присоединился малыш? Мы ничего с этим поделать не можем, и она вот так ночами сидит, так она успокаивается, пусть. Думаю, окей. И что он мне тогда сказал, мне запомнилось, дыма без огня не бывает. Я к этой истории вообще косвенное отношение имею. Какой дым и какой огонь. Так что... Ох, как жестко. Это закончилось вот так. Действительно, Анна умерла. И с этим все. Дальше... Я думаю, лучше туда пойти. Что ты за мной плаваешь? Дальше, не помню, в хронологическом ли порядке я это говорю, но была... Был Георгий, который мне написал. И сделал кавер на песню Аквамарин. Пиано-кавер, я такого никогда не слышал. Очень виртуозный, очень классный. И привлек этим внимание. Потом он делал кавер на L'amour n'est rien, Милен Фармер. И я думал, вау, круто. Но потом как-то непонятно. Да что? Так эта штука его разбила. Потом он начал со мной общаться странным образом, и да, и нет, и на вы, и на ты. И я не понял, что происходит. В итоге он мне сказал прямо, что пишет научную работу по манипуляциям, и что я тут как бы собака Павлова. Думаю, вау, вот это да, так меня еще не унижали. Что ни день, то новая какая-то хуета, блядь. Ну, я ему сказал, что мне это не подходит. Это была моя ошибка, не нужно объясняться с такими людьми, нужно просто банить и не оглядываться. И... он молил меня о том, чтобы я не завершал общение, мол, ему со мной интересно, все такое. Я говорю, а что ты конкретно хочешь? Ответа я не получил.
Дикпик я не получал. Хотя был бы совсем не против. Так вот, и вот так это все закончилось. Но у меня на тот момент, по-моему, это было до Валерии, была такая фишка, что я не любил держать людей в черном списке, но постоянно, и я периодически чистил свой черный список. И вот его очистил, он каким-то образом это заметил, либо каждый день заходил на мою страничку, пытался, я не знаю, он это заметил, никакого же уведомления нет, и написал мне большое сообщение, уже конкретно не помню, что там, но типа, давай, ну прости и все такое. Не спасибо. Я снова забанил, и на этом все здесь завершилось. Также, кто еще был? Ну вот из самого свежего еще Анна. Что-то мне не везет с этим именем. Подписчица, которая была подписана с ее слов на меня с 21 года, следила за моим творчеством, ей очень нравилось. Я не особо это замечал, потому что тут, наверное, сейчас меня грохнут, поэтому я туда не пойду. Попробую вот так. Я так и думал. Ладно. Да, с самого начала. Delicious. Она из Новосибирска, я из Курска. Ну, чтобы вы понимали географию вообще. По-моему, я сказал, да, про розочки, про сердечки. Я никому их не присылаю. Клевер, какие-то там огонечек, что-то. Но никаких сердечек, чтобы ничего не подумали лишнего. О, я на Валерии я понял. Я не присылал Анне, вот этой Анне, ничего такого. И мне запомнилось тем, что она ставила рукопожатие на наше сообщение. Ну, не сердечко, не палец вверх, а рукопожатие. Думаю, о, такого я еще не видел, что поставили. Ну, то есть, думаю, граница, окей. Она рассказала про свою травму отвержения, про своего бывшего молодого человека, как все нехорошо получилось. И, мол, он тоже рак, и типа раки все бледны. Я говорю, спасибо, но не об этом, как бы, не надо обобщать. Ага, 10, вот это да. Так вот, лишнего я старался не говорить. Ой, как раз тут много. Тайная пещера. Сколько у меня уже малышей? Так, короче, поехали, бабл. Сейчас ты получишь. Она общалась со мной очень мило. И я был совершенно не против, потому что было о чем. Она занималась вокалом, собиралась записать песню. Я ей рассказал о том, что у меня свой опыт с преподавателем по вокалу не очень приятный. И что если имеешь этот вкус, если знаешь, что тебе нужно, можно обучаться и по роликам, что я и делал, покупал курсы, и мне это очень помогло понять, что где лежит, как оно называется, и поэтому не имел такой вот острой необходимости продолжать с преподавателем по вокалу вот этим всем заниматься. Я сам научился отслеживать смыкаемость связок и все вот это. Поэтому было о чем общаться, общались мило, все было классно. И голосовухами, и кружочками. Без флирта абсолютно. О творчестве. И потом, не буду подробности рассказывать, она сказала, что общаться со мной некомфортно. Она мне, мол, мешает. И так как у меня тоже травма отвержения, я говорю спасибо, понятно. И, ну, то есть она со мной попрощалась. Удачи, все дела, клевер. Удачи, пожалуйста, всего хорошего. Я тоже это все сделал, хорошее сообщение написал и забанил ее благополучно. Вот. Ей это не понравилось.
Потому что я забанил ее не только в Телеграме. Я же перешел в Телеграм, как тогда мне сказал Георгий. Не против перейти в Телеграм? У меня уже триггер. Нет, я больше не перехожу. Мне недавно также написали в ТикТоке. И я говорю, нет, спасибо, я не перехожу больше в Телеграм. Спасибо. Если что-то нужно, говорите здесь. И вообще стараюсь в личку отвечать односложно. О, какая маленькая медведочка. И просто благодарить, и на этом как бы все. И некоторые люди просто мои взаимные лайки воспринимают как будто бы я имею что-то, какой-то интерес к человеку. Ну, какого-то романтического смысла. Вы меня лайкаете, я вас лайкаю. Не каждый артист этим занимается, но мне приятно ответить взаимностью, потому что я вижу, что так вовлеченность больше и ощущение теплоты тоже больше. И в итоге я заблокировал не только в Телеграме, но и в Инстаграме, запрещенной социальной сети, откуда, собственно, и пошло общение. А также нашел я страницу в ВКонтакте, и она начала создавать... О, что это такое? Какая-то бомба. Она начала создавать фейковые страницы. О, ебать! Начала создавать фейковые страницы. И писать мне о том, что она хочет продолжить общение. И даже если не общение, то хотя бы, чтобы у нее был доступ к творчеству. Я так понял, с этой штукой ничего сделать нельзя, наверное. Или можно? Можно. Это я нашел, короче, еще одного друга. Он как бы Ебать! Он как бы заколдован. Вот. И ее это поразило, что я пошел на такое, что я ее заблокировал везде, даже там, где она не ожидала. Ну, как бы, уходи, правильно же. Если ты не хочешь общаться, если четко написала о том, что все, типа, мне некомфортно, ну, мне что, навязываться, мне что, упрашивать. Ну, как же у женщин бывает, обычно они говорят вещи, что все, я ухожу, чтобы их останавливали. Я этим не занимаюсь, сразу говорю. Мне неинтересно. Когда я получал такое поведение еще в школе, в садике от девочек, я никогда в этом не участвовал. То есть вот это вот побегай за мной, ну как в мире животных. Ага, я понял, как это сделать быстро. Как самцы птицы перед самкой всячески вот это танцуют, и они в итоге не впечатлил. Мне этим заниматься неинтересно вообще. Мне нужно делать творчество, мне нужно заботиться о сестре, о маме, мне нужно свое здоровье беречь, потому что на всех этих стрессах я очень хорошо себе его подсадил. И гром. Что же он делает? Посмотрим. Играть вот в эти качели мне неинтересно. Излучает мощную волну, которая разбрасывает врагов в сторону, расчищая вам путь вперед. Толку в этом никакого. Вот. Как первый уровень, красиво. И она создавала эти страницы, она мне писала, но спустя время, когда это все происходило, даже вот когда я был в Москве, она писала даже Лере, она же администратор на моих страницах. Мол, откройте, пожалуйста, доступ мне к творчеству хотя бы, ладно уж, общаться не будем. Мы отвечать не стали. Потому что, во-первых, было не до этого, а во-вторых, ну что здесь ответишь? И абсолютно правильно сделали. Всегда нужно доверять своей чуйке. Особенно если уже знаешь, что она работает как барометр просто. Так вот, через время меня что-то дернуло зайти в черный список и открыть ее страницу. Я смотрю, у нее, оказывается, есть своя страничка, ну как группа, канал в телеге.
Это первое, где я заблокировал. И там, значит, она пишет о своем пути, публикует фотки, ролики и все такое. И что вы думаете, я нахожу там пост о себе, скрины всех страничек, где я ее заблокировал, и что все, с артистами не общаемся. Как только вы станете неугодны им, они типа вас выбросят. Я думаю, не пожалел ни секунды, что заблокировал, потому что перед своей аудиторией она выставила меня вот так, а на самом деле было совершенно не так. Я помню эту штуку. Она завораживает малышей, и они плывут за ее хвостом. Поэтому надо хвоста держаться подальше. Не пришлось. Золотой. Так вот. И при том, что после поста этого в своем канале, она создавала еще страницы и еще писала мне. То есть я посмотрел по времени, по дате, когда это происходило. Поэтому если вот такой вайб я хотя бы краем уха начинаю чувствовать, я баню без разбору, честно. Потому что раньше я относился к тому, что ой, от меня отписались, ну блядь, ну чем я человеку не угодил? Значит, мое творчество какое-то не такое, как сейчас песня «А зачем?». У меня несколько подписчиков отписались, которые со мной были на протяжении лет. И казалось бы, а что? Ну что я такого сделал? Песня дерзкая, классная, но она же не про то, что я, например, не ценю отклик своей аудитории. Или что, ну что здесь может быть, я не знаю. Так вот, баню. Потому что если что-то, кто-то угрожает моей безопасности, моему спокойствию, ничто тогда не стоит этих переживаний, этих заморочек и прочего. Как говорится, в мире много рыбы. Найдете своих артистов, найдете свою музыку, найдете то, что вам будет близко. Я не единственный в этом огромном океане. Поэтому я ценю каждого, я очень чутко отношусь к отзывам, которые пишут. И те, кто со мной на протяжении многих лет, и может быть в силу каких-то зажимов и всего прочего, не могут написать комментарии, но хотя бы лайкают, или хотя бы просто присутствуют, это тоже мне очень ценно. Поэтому я сам такой, многое в себе раскрывал и периодически вскатывался в какие-то вот эти зажимы. Поэтому я просто это понимаю и не жду от человека, что сейчас меня поцелует в пяточку. Ой, опять эта штука. Ну, я уже достаточно большой. Так вот. И ни секунды не жалею, что я заблокировал. При желании мое творчество можно в любом случае послушать. Но я не думаю, что с таким оттенком ей будет интересно его слушать. Учитывая, что она вот так об меня обожглась. Я помню этот уровень, здесь несколько домиков справа. Так вот. Вроде я никого не забыл, если еще кто-то будет. А, да, Вячеслав. Запомнился мне тем, что он дизайнер в Санкт-Петербурге, и я себе уже нафантазировал, что можно будет, он этим занимался, и в показах участвовал, можно будет рисовать эскизы и шить костюмы. Но, видимо, он меня рассматривал каким-то другим образом. И, ну что ж, каждый проецирует на это, на меня, что это пожелает. Это ж круто, что я вызываю такие эмоции. Если бы наоборот, это как бы... Вот. Напишите мне, кстати, сексуальный ли я. Как мне сейчас написали в ТикТоке. Мальчики, я сексуальная, типа я красивая. Я пишу ответ на этот комментарий. Все. Я состоялся как блогер, как летсплейщик, как музыкант. Расходимся. Все. Я теперь тоже получаю такие комментарии. Ну это типа порноботы. У нее даже страница закрыта. Куда смотреть? Где ты красивая? Непонятно, ни ссылки, ничего. И мне однажды понравилось, что видел такой пост, и там ей писали. Она написала: я думаю, что я некрасивая. Ей написали: ты правильно думаешь. И там столько лайков было на этом. Ну, типа, на что расчет, что за бред?
Что это вообще за манипуляция такая? О, столько малыша я еще не собирал. Завод. Я же давно не играл в эту игру. Вот. И... Чё? С Вячеславом не получилось. Не сложилось. Но он меня не преследовал. Я немножко его преследовал, потому что мы договорились встретиться. И вдруг он меня заблокировал. Я же говорю, я сам немножко сталкер. И учитывая, что 10 лет вот я стремился к человеку, которому я просто не нужен, я знаю, что такое травма отвержения, я знаю, что такое... А, что тут как-то сомнительно все это выглядит. А, уже выход. Я не хотел. Ну ладно. Поэтому... Если, вот как мне сейчас написали, я же вот этот нарезку делал с ролика про Хогвартс Легаси, что вот, типа, я недушный. Ага. И мне написали, чё... Бро! Бро. По тебе как раз видно, что ты очень душный, с тобой очень душно. Ну, я написал, хотя обычно не отвечаю на такие сообщения, мол... Ну, никто ж не держит. Абсолютно. Я никого не держу, абсолютнейшим образом. Если что-то не нравится, можно уходить и не ебать мне мозги, потому что, ну, блин, сидеть, уговаривать кого-то, бить себя в грудь. Ну, я не какой-то мошенник, я не какой-то мерзавец. О, темно. Чтобы объясняться как-то. Но тем не менее, вот такое со мной происходило, и я уверен, что может еще происходить. Сталкеры, ну, не то чтобы сталкеры, но люди, которые, ну, как бы преследовали, да. Они были и могут еще быть. Вы, кстати, знали об этой истории, что однажды пришел какой-то мужчина в офис Милен Фармер и требовал с ней встречи. Ему, разумеется, отказали. Он достал пистолет и выстрелил в голову сотрудницы на ресепшене. Ее мозги разлетелись по стене. Мне эта фраза запомнилась. И что это с того момента был большой такой удар на психику Милен, и она всегда избегала каких-то вот таких вот там фан-встреч и всего прочего. И так никогда не было. Но и все равно. Или вот эта певица, корейская, по-моему, которая не хотела принимать подарок от фаната, ну там было что-то слишком. И он ей плеснул на meet and greet кислоту в лицо. Такое бывает. Поэтому я этого точно не хочу. Я не вызываю никакого хейта, я никого не призываю к какому-то насилию и там чему-то. Блять, такие слова лучше не употреблять, их YouTube не любит. Ну, короче. Поэтому мне не совсем понятно. Блять, надо было налево сходить. Ладно. Я не совсем понимаю, почему такое вообще происходит. Про Валерию понятно, что, мол, ну, придумывала себе из-за этих лайков, потому что развелась с мужем, потому что тяжело, ребенок непростой. И надеялась хотя бы на что-то, но не в том она увидела надежду, не в том человеке. Я не пытался что-то как-то вообще. И общения не было личного совершенно. Как бы здесь не выход. Выход. О, сколько их тут, обалдеть, никогда такого не было. Ну, наверное, видел, когда играл в тот раз, но забыл. Чем мне нравится возвращаться к фильмам, к играм через время. Например, мы сейчас с Лерой проходим на приставке Trine 5 от Frozen Byte. Она вышла в 2021 году, мы уже не помним ничего, все эти головоломки. И поэтому иногда позволяем себе. Так вот. Такая тема сегодня у нас. Тема сталкеринга. Не осуждаю, не высмеиваю, но... Потому что сам такой, сам этим болел. Да, сюда бы лучше, конечно, не ходить.
Я сюда вернусь потом. Но участвовать в этом точно не хочу. И если кто-то из тех, кто меня преследовал, смотрит этот ролик, пожалуйста, поймите, что я не заинтересован в общении, мне некомфортно. Я не считаю вас сумасшедшими, я не считаю вас какими-то там не такими. Просто я не хочу это продолжать, мне это не подходит. Вы спроецировали на меня не то, кем я являюсь. Но и заметьте, что я не подмигивал вам, не флиртовал с вами. Поэтому, пожалуйста, не нужно писать мне это, не нужно преследовать меня. Пизда мне. Очень вас прошу. Ага, я понял. А тут выход. Ладно, лучше уж выход, чем я буду мучиться вот так искать. Не нужно, пожалуйста. Это называется парасоциальные отношения. Когда ты себе придумываешь, вот знаете, есть группа Pet Shop Boys. Вокалист Нил Теннант. Я однажды попал на страничку женщины, которая собирает все плакаты, там, музыку, все, что касается его, и у нее написано «Mentally married to Neil Tennant». Может это шутка, а может это всерьез. То есть оглушенные существа могут быть атакованы независимо от размера неона. Кого глушим? Жаль, мне вот та комната понравилась. Один раз. Ладно. Что я говорю? Да, после. Не надо на меня проецировать эти вещи. То есть это называется парасоциальные отношения. Я придумал себе, что я в отношениях с кем-то. О, а почему сейчас с первого раза? Не нужно этого делать. Я говорю, вот эти 10 лет не выдумываю. Это вот просто положа руку на сердце. Это правда со мной было. Мы встретились 2 раза в жизни и общались по переписке, по видеосвязи. И я себе выдумал просто человека. Я не знал, что... Как на самом деле, что там. И вроде бы все было мило, но... Но было очевидно, что я не нужен. Да и я, честно говоря, заебал. Я просто задушил каким-то нытьем, каким-то навязыванием. А после работы зачастую людям хочется просто отдохнуть, а не устраивать какие-то вот эти проработки и прочую хуету вот эту. Так что... Я сам себе выбрал такое наказание, эти 10 лет вот так вот в иллюзии провел, не замечая, что я на самом деле счастлив, и что у меня на самом деле все просто персик, крем. Ну, не прям уж, но я счастлив. И... Чё? Я сам на это пошел. Поэтому, если хочется себя наказывать, если хочется придумывать себе, что человек имеет к вам что-то, а на самом деле это не... Я в детстве, кстати, очень громко умел визжать. Все поражались, как я такую ноту могу брать. Потом голос изменился. Мое желание было, чтобы у меня был красивый голос. Я просто грезил этим, я так мечтал об этом. Ну и с возрастом я понял, что красивый голос — это не про голос в принципе, сам по себе. Это скорее про... Да дайте хоть одного. Подачу, про то, как ты его используешь. Если ты разговариваешь вот так, долго тебя не послушаешь. Найти в себе подачу, которую можно долго слушать, которую приятно слушать. Да я вообще тебя ударить не могу сейчас. Лишь ни одного малыша. Надо найти хотя бы одного малыша. Я попробую... Нет, я не могу. Вот. Нос чешу себя как кролик. Так вот.
Так вот. 5 штук. Да тут ни одного не возьмешь. Не знаю, может оно как-то... Да как тебя ударить? Я просто умру, если даже коснусь бицепса. Вот. Чешется что-то аллергичное. Может, ты врешь, поэтому у тебя нос чешется. А, я понял, что нужно сделать. Нужно направить его, чтобы он разбил мне пузырик. Угу. Давай, иди сюда. Я тут. Эй. Куда ты? Сейчас лучше замолчать. Блять. Даже учитывая, что замолчал. Пожалуйста, не нужно меня преследовать. Пожалуйста, если вы видите, что я не отвечаю, не нужно портить себе впечатление о моем творчестве. Не нужно портить мне настроение. Потому что, наконец-то. Потому что, ну правда, зачем это делать? Как вас много. Сейчас чихну. Простите. Вот. Как будто сказал что-то умное. Я против такого общения, если оно начинает отягощать, если уже здесь примешивается то, чего здесь нет. А я с возрастом понял, что мне неинтересно объясняться. Это высасывает полностью весь ресурс, я занимаюсь не тем, чем должен. И... Ну это абсолютно... Зачем это нужно? И все. Давайте двигаться к чему-то красивому, к чему-то вдохновляющему. Ну, например, в защиту, ну, что не весь мир сумасшедший или какой-то там не такой. Ну, все же реагируют на сталкеров, что они какие-то не такие, да? Я вот описал, что нет. Я сам ебубо. Я понимаю, откуда ноги могут расти в этом. Но... Что ж я хотел завернуть? Правильно мне сказали, невозможно. Галя сказала, я не могу такой формат, потому что я буду играть, я буду на игру отвлекаться, мысль будет улетать. Ну вот. Ну этим и смешно, я шел лунатик. И этим и смешно, что я вот так залипаю. Поэтому я не вожу автомобиль. Как бы было хорошо, если бы я его водил, но я даже не решаюсь, потому что я залипаю, потому что я точно заслушаюсь музыкой, я как-то вот так залипну. Не надо. Не надо. Обожаю собирать монетки. Бич. Давай, я тут. Камон. Ну, короче, не нужно преследовать, если видишь, что тут не об этом. Если бы у меня был ярый интерес, я хотел бы там что-то, и я бы сразу ответил, ну, это сразу понятно. Зачем мурыжить, когда ясно сказано, ясно всем поведением, даже невербально, показано, что я артист. Вот в ТикТоке мне написали, не против перейти типа в Телеграм. Ну, то есть человек думает, что если я поставил лайк, то я имею какой-то интерес. Одного пропустил. Я имею... За что такой рейтинг? Я ж не все собрал. Я имею какой-то интерес, и типа... ТикТок у нас вместо Тиндера. Тиндер теперь в России его нет. Но это не так, ребята, это не так. Вы ко мне милые, и я к вам мил. Я же вам дарю свою магию, по сути. Как я вот сейчас в закрытой группе в Телеграме говорил. Мне за мою деятельность пирожок никто не дал. Поэтому я приветствую донаты. Вот в Телеграме, кстати, в описаниях групп есть ссылка на донат.
О, как кринжово просить донат, типа побираться, да? Нет, но если приглашают подписаться на Бусти и все такое, а в мою закрытую группу можно и бесплатно при желании попасть. В Телеграме есть пост в закрепе, называется «Ближе к Луне». И там 2 ссылки, платно-бесплатно. Хотите бесплатно, вперед, хотите платно, пожалуйста. Плюс можно бесплатно вступить, а потом донаты слать. Например, сейчас Новый год, чё бы мне не прислать донатик на шоколадку? Я буду очень рад. Вот. Поэтому я приветствую донаты, не брезгую ими и не выдумываю тут какого-то говна. Мне приятно. Так вот, защиту тех, кто все-таки пишет мне личные сообщения, и я отвечаю, и вроде как завязывает сообщение. Например, Алексей, мы с ним очень сдружились. Ну, не то чтобы мы близки, я, честно говоря, мало его знаю, и он меня, кстати, тоже. Ему нравится просто мое творчество. Мне нравится, что он со мной мил, присылает всякие референсы прикольные, всякое творчество, которое меня вдохновляет. Делится чем-то из жизни. Он человек очень интересный. И он присылал донаты. Он присылал мне даже подарки. Сейчас у него в жизни непростой период. Я в душу не лезу, не спрашиваю, что конкретно, но он даже извинялся, что не может поддерживать как раньше. В любом случае, я с теплом к нему отношусь. Сейчас вот у него день рождения был, я его поздравлял. Не сказал бы, чтобы мы прям друзья-друзья. Он почему-то даже встретиться не хочет, но я и навязываться не стану больше. Ну и раз сказал, 2 сказал, понял, что человеку некомфортно, зачем. И я ему сказал, приведя вот такие примеры, пожалуйста, ну не разочаруй меня, вроде так хорошо общаемся, как вот эта шутка, ну нормально ж общаюсь, ну чё ты. Ну не надо вот этого. Спроецируйте, ну не знаю, откройте порнохаб. Ну не надо здесь вот это. Такой звук. Ай, какая маленькая медузочка. Плохо. Ты чё такая резкая? Резкая и дерзкая. Бум. О, ребята. Нар. Клиор! О, нар! Клиор! Поняли, откуда референс? Это, короче, H2O. Сериал про русалок. А я ж люблю русалок, ну как я мог это пропустить? Сейчас, кстати, сняли продолжение. Помимо того, что 2-я часть была, так еще, ну, про других русалок, так еще 3-я, в которой Остров Мака вообще называется. То есть это уже не H2O. Там и мужики-русалки. Охуеть. Тритоны вроде они там называются. Я уже не смотрел, просто пролистывал. Приятно было, что Кариба, эта актриса, которая Рикки играла, появлялась в этом сериале. Так, тихо, что-то я как-то расслабился. И прикольный проект. И если смотреть в оригинале, то у них очень жесткий такой австралийский акцент. А австралийский акцент славится тем, что тем, кто привык к американскому или к английскому, ну, британскому английскому, для них вообще дико слышать вот эти какие-то вместо no, nar и прочие вещи. И здесь вот часто фигурировала такая фраза «Клео, нет!» И в оригинале она звучит как «Клеонар!» И это стало мемом. Вот эта актриса, которая играла Клео, она прекрасно знает, что это мем. Я вам в прошлый раз рассказывал про нитки, а вот знаю, что эта актриса удалила комки Биша. Что вы, кстати, об этом думаете? Что ты конкретно об этом думаешь? Что-то никак не привыкну, что я с тобой на «ты». Потому что я своеобразно к этому отношусь. Я очень хотел одно время удалить, ну, в таком освещении не видно, нижние веки, ну, иссечь. Не удалить, а иссечь. Сделать их меньше, чтобы не было вот этой как бы отечности. Хотя это не отек, у меня просто так глаза посажены, просто так они... А что там может светиться? Ненавижу возвращаться. И не буду.
Кстати, отображаются ли здесь комнаты? Clear, Ordinary. Вот. И не стал этого делать, потому что тренд пошел на то... Мне тренды не интересны, но... Хорошо, что я рядом сохранился. Но в красоте, например, есть много всяких моментов, которые накручиваются нам, чтобы на нас заработать. Ну, например, венерины кольца на шее – это якобы старость. У людей бывают эти кольца с рождения, даже у младенцев у них есть, поэтому, ну, совершенно бред. Если носогубка, то тоже это старость. Но она тоже может быть с рождения, это может быть просто такое лицо. Но накручивается, что «О, давайте колоть носогубку», «О, давайте будем вырезать мешки». А с возрастом эти мешки могут, как себя повести, неизвестно. То ли их станет больше, то ли может провалиться это все, особенно если их вырезал. Поэтому я не решился на это, подумал, что ну, это моя индивидуальность, это мое лицо, не буду я с этим ничего делать. Все равно это из меня не сделает какую-то красоту. А вот как нитки. Но, то есть дали свежесть, но не дали какую-то прям вау, красота. Ой, надеюсь, я не кричу. А то первый ролик, который записывал по этой игре, там прям громко. Я что-то микрофон выставил, и там потом ебался долго со звуком. И все равно не очень получился. Ну, нормально, слушабельно. Поэтому я опубликовал. А второй ролик я уже сделал хорошо, и вот этот тоже уже со звуком все в порядке. Вот. И не жалею. Например, когда я ставил... Ну, я думал, что меня это сделает свежее. Я думал, что... Почему я так переживал из-за своих нижних век? Верхние не так беспокоят, как нижние. Можно же еще блефаропластику сделать круговую. И вверх и низ. Если бы это были именно... какие-то не люблю. Грыжи. Другой вопрос. Если есть возможность, лучше, конечно, удалить. Но у меня это не грыжа. У меня это так мышца расположена, она сразу синюшная. То есть, да, бывает немножко отек. Ну, там, из-за того, что не делал массаж дренажный. Или же, если... Я туда не хочу. И зачем, блядь? Ладно. Из-за тебя сейчас могут сожрать. Не отцепляйся. Крабик такие милые. И я на это не пошел. Хотя мог. Побоялся, что смогу об этом пожалеть. Вдруг у меня начнутся впадины под глазами. А это еще хуже, чем объем. Наоборот, молодости придает, когда у тебя щечки, когда у тебя здесь все наполнено. А когда удаляются комки беша, сразу лицо такое. Это вот про нарко, вот эту всю тему. То есть в 90-х даже было такое направление, что гламуризировали тех, кто принимает вот эти все вещества, и у них лицо становится синюшное, и вот такое. Блять. Но это же нездорово. Почему и филлеры себе ставят? Для того, чтобы вот эти объемы восполнить, которые были в юности. Но не всегда это дает моложавого вида. Чаще всего это дает вид отечный, такой очень переполненный. Я что-то не заметил. Я себе ставил филлеры всего один раз. И скажу, что мне не понравилось. Я их постоянно ощущал, хорошо, что они рассасываются. Мне это не понравилось, и самое главное, это не дало вообще ничего, кроме ухудшения мимики. А мне же нужно ставить вот сюда. Якобы вот эти впадины, они дают старости. Не такие уж у меня и впадины, но я доверился почему-то. Не жалею, стоило попробовать. И учитывая, что они рассасываются, не страшно. А вот если бы я вырезал веки, ну, иссек бы их, например, не внешний блефаропластик, а внутренний, когда оттягивают и там иссякают жировую вот эту штуку,
неизвестно, как бы себя повело с возрастом это все. Так что не жалею, принимаю себя. Просто вот, наверное, это момент... Что я забыл? Ну, вроде нигде комнаты тайной не было. А вот еще налево не сходил вообще. Ну, я уже к выходу, я так понял, иду. Ну и ладно. Надо чаще смотреть на карту. Тихо, а то как-то сильно быстро. А, голова кружится. Короче, комки Биша про вот эту актрису Клиор. Мне сама процедура не нравится, честно. Вот напиши, что ты об этом думаешь, если интересуешься вообще таким. Мне не нравится. Я не вижу, что она дает какой-то утонченности лицу. Оно старит. Как и блефаропластика тоже может старить. Есть примеры актрис, актеров, кто делает в себе это в надежде, что будет выглядеть свежее, а лицо... Ого, какая штука. И становится хуже. А вот это очень обидно, когда стараешься сделать лучше, а по факту портишь себя. Вот это обидно. Ну, нахуя ты это делаешь? Так, теперь мы будем посматривать на карту. Я могу сходить сюда, могу сходить вот сюда. Забываю, что у меня есть карта. Интересно, а на какую кнопку карта тут? Нет. Нет. Не знаю, ну не буду на клавиатуру. Да что ты? Также актриса, судя по всему, которая играла в Wednesday, тоже сделала себе, видимо, эту операцию. Я это смотрю на вот эти скулы и думаю, да, это прикольно, я тоже это хотел. Чтобы достичь этого, я помню, похудел при своем росте до 43, по-моему, килограмм. У меня ключицы просто торчали. И я выглядел нездорово. Но зато у меня были вот эти вещи. И я думал, что это мое лицо, мне это надо. Я уже смотрел на Джонни Деппа, мне казалось это красивым. Не знаю о его увлечениях. И, ну, и не только увлечения, у него мощные мышцы жевательные. У меня челюсть не такая, у меня челюсть субтильная. А у него мощные вроде мышцы, и оно мужественно смотрится на нем классно. А я себе даже удалял щетину, чтобы выглядеть свежее. Потому что она у меня и так растет по 3 в ряд. И вот эта синева, особенно с макияжем, плохо работала. Ага, я по кругу просто прошел. И я ходил часто на лазер. Много денег туда слил. И нужно продолжать, но я пока не хочу, потому что, во-первых, не до этого, после Москвы вообще, танец с кодовым названием «Голяк». Я даже коммунальные не за что сейчас заплатить, не знаю, что делать. Но ничего, выкручусь. Вот. И... Ну, зато красоту сделал, зато в Москву съездил. Вот видите, видишь, публикую Сукупен Куб, Муриель, все такое. Красота. Но... Оно стоило некоторых лишений. Ну, чё ныть. Так вот. И... Мне вот эта тема с комками Биша не заходит. Поэтому я, естественно, начал набирать вес. Прежде всего потому, что отказался от молочки. Я понял, что у меня реально непереносимость. Это прыщи, которые... Не буду о них говорить, может кто-то сейчас сидит, ест и смотрит меня. Ну прям болезненная тема. А если у меня нет молочки, то у меня кожа гораздо чище. И именно такого плана несовершенства не возникают.
Да, какие-то пятнышки всегда есть, но чтобы прям вот такое, болючее, когда больно умываться, нет. Поэтому я четко понял, что мой любимый творог, который крупицами, со сметаной, с каким-нибудь вареньем. Моя любимая пицца. У нас в Курске есть сеть пиццерий, называется Жар Пицца. И я там очень любил итальянскую, до сих пор ее продают. Ой, аж спазм в животе. Как же я хотел бы ее сожрать. Я порой в первые годы жизни в Курске покупал себе ее и очень жалел потом. То есть я нажирался так, что аж дышать было невозможно. Но это вот просто голодный ребенок, мой РПП, который... оно того не стоит. Я про монетку. О, спасибо. Что... Во-первых, да, мне было очень вкусно. Во-вторых, какая тяжесть. И потом, как сильно обсыпало. Я не могу ничего снимать. Мне просто по жизни с собой стыдно ходить. Кажется, как будто реально, ну, умойся как бы. Поэтому путь к чистой коже, ну, хотя бы относительно, который я сейчас вот имею, и то это путешествие до сих пор и всегда, наверное, будет. Потому что хочется порой съесть фруктов, например. Мне нельзя. Особенно учитывая, что одно яблочко я не съем. Я съем 5. Как и люблю финики. Мне их просто нельзя. Даже один нельзя. Ну, один, наверное, нормально проскочит. Особенно если с другой едой. Там с чаем и всем остальным. Но я же не смогу остановиться. У меня какой-нибудь будет стресс в этот момент. Я сожру штук 5, если не всю упаковку. Но они еще, сука, и дорогие. Если хорошие финики, я ж не буду обычные финики, которые полусухие. Мэджуль или какой-нибудь там королевский. Ну, конечно. Я за эти деньги мог бы жить как минимум неделю. Художник должен быть голодным. Чё ты ноешь? Да понимаю, блядь. Что не в моей ситуации ныть. Но мы ж про человечность, да? Вот тебе человечность. Ух ты. Тут еще что-то есть. Вот тебе человечность, как оно есть. Что-то у меня тревога поднялась. Сейчас себя плутаю. Дышу. У меня есть песня такая. Я Лёшу очень удивил ей. Но у нас есть задачи, которые сейчас нужно сделать, песни, которые мы сейчас готовим. И до этого еще нужно дойти. Она конкретно на его ДМ-ку, поэтому он заинтересован. Бывают песни, которые я сам приношу, и что вот мне удастся сделать. Над тем мы, надеюсь, что начнем работу, но не всегда получается возбудить ребят. Ну, как я рассказал, на это уже мы нашли решение. Это прекрасно. Очень хочу выпустить Муриэль, Суккуб энд Куб, что там еще у меня было. Эти песни. Это мои. И как у меня мысли вылетают, капец. Что еще рассказать? Давайте вайбить. Это не комната случайно. А то и говорит постоянно тоже. Радиостанция Женя. Куда-то вниз, вниз. Ради одного... и как раз и благодаря ему открылась дверка. Ну, теперь плывем далеко вверх. Слышал, кстати, что... Слышали вы? Я, видите, кстати, обращаюсь почему-то слышал, ведь меня могут смотреть и девочки. И что я часто замечаю, как раз девочки в основном смотрят. Это у меня от Куплинова, наверное. Он почему-то всегда обращается как будто к пацану. Про игру Sims, что с ней произошло.
Интересно, ты приплывешь сюда сам? Да, пожалел, что я сюда пошел. Ну ладно. Ее выкупили новые хозяева, которые... Ну, короче, почитайте про игру Sims. Не все так мило, как было раньше. Она всегда была очень забагованная, всегда была очень проблематичной. Так мне придется вернуться, раз у меня малыша теперь нет. Я же без него не открою дверь. Все, пизда. Ладно. Так, где я? Здесь. Хочу ли я туда идти? Нет. Где выход? Тоже не обозначено. Кайф. В общем, на этой ноте про эту игру давайте завершать. Сейчас завершу уровень. И на этот раз все. Вот рассказал тебе про... Тебе про сталкера. Сталкерство, в принципе. Как это меня коснулось. И могло быть гораздо жестче, на самом деле. Я благодарен, что просто вот так вот мягко коснулся этого. Но, тем не менее, не вдохновляюще в любом случае. Ну, давай. Спасибо. Блять. Так что чё? Какой большой уровень? Или я просто Строгелина Сергеевна? Страгл. Где выход? Уже малыши, которые не нужны для открытия двери, просто дополнительно. Я публикую свое творчество просто потому, что мне это необходимо. Я раньше мечтал, что буду выступать на сцене, что будут у меня клипы, что будут какие-то вот такой движ, но жизнь сложилась так, что это не пошло, может быть, пока в это направление. Поэтому я делюсь просто своим вайбом, я показываю свой путь, я точно не мартышка, которая вот шляпа, пожалуйста, шляпа. Бросьте мне монетку. От монетки-то я не откажусь, но никогда не рассматривал себя, что вот, я сейчас увлеку, я сейчас развлеку. Где выход? Ебать карта. Ori and the Blind Forest просто. Здесь закончилось. Ради чего мне идти сюда? Ради малышей? Да. Так еще где-то дом. Поэтому мой блог, моя музыка, это про красоту, про вайб лунный, сонный. И... А вот та штука, которая в начале уровня появилась, где она? Надо было за ней бежать, что ли? Она просто появилась и исчезла. Телефон, толкаемся. Чё? Вот, нет, это не там. Ну, видимо, раз я иду так в глубину, где-то она здесь сидит. Уровень, видимо, необычный. Я заходил, кстати, на страницу дизайнера этой игры. Там ранние арты по этой игре. Но он в определенный момент ушел из этой студии. И через несколько лет игру завершили уже с доработанным дизайном по-другому. Но все равно было интересно посмотреть, как выглядел неон изначально. У него такие глаза были. И вообще многое, что мы видим сейчас в игре, уже было отрисовано как раз этим дизайнером. Красный.
Не-не-не, спасибо. Монетки те я не хочу. И это я не хочу, спасибо. Ну, она уже открыта. Аптека. Много так. Хорошо, что не все ушли. Поэтому делюсь своим творчеством просто чтобы выжить. Для меня это момент копинга. Я через эту призму смотрю на мир. Мне помогает это справляться. Опа. Разведчик. Все-таки его нашел. Но вот этого я загашу. И выход где-то еще есть. Ну, сейчас, видимо, выкинет из уровня, потому что я нашел это. 1 звезда. Ну и ладно. Вот. Так что делюсь с вами творчеством, потому что хочется поделиться красотой, хочется выжить вообще. И мне это помогает. Что он делает? Улучшение разведчик прекрасно обнаружит врагов, а также умеет возвращать друзей, украденных ворами. Ну, наверное, стоит его попробовать. Но не сейчас. Вот. Поэтому делюсь творчеством. Поддержите меня, пожалуйста. Приветствуются донаты, приветствуется подписка здесь, и на YouTube, и ВКонтакте, и в Телеграме. Всегда рад людям, которые со мной идут через года, которые со мной долго, которым близко то, что я делаю, и с которыми по пути. Только, пожалуйста, не превращайтесь в сталкеров. Найдите себе на сайтах знакомств кого угодно. Я не смогу вас удивить и оправдать ваши ожидания, потому что я занимаюсь музыкой. Поверьте, вам не нужен такой замороченный, ебанутый партнер. Не нужно на меня это фантазировать. Нет, фантазировать можно все что угодно. И присылать мне можно все угодно. Но я участвовать не буду в том, чтобы там что-то. Я не покемон, которого там можно с ним как-то развлечься. Вот. Я занимаюсь музыкой, для меня это важно. Я прежде всего музыкант. И надеюсь, мы друг друга поняли. До связи, всего хорошего. С наступающим Новым годом. Не знаю, выйду ли я еще в эфир до Нового года. Постараюсь, конечно. Будет ли еще летсплей, пока что не знаю. Но желаю хорошего самочувствия, хорошего настроения. Пусть все будет классно, благотворно, синергично, в потоке, в моменте. Вот. Пока.